Ох, ребята, Микулка Т1 на Amlogic S905X4. Отключаю с тестов. На текущий момент вообще неплохая коробка. И еще и с классным Bluetooth пультом с голосом на канале Технозон. Поехали. А знаете, что в нем еще есть? А в нем еще есть DVB-T и T2 модуль, есть еще и DVB-C модуль, при этом которые неплохо работают. В нем есть, смотрите, сразу USB 2.0, USB 3.0, разъем для TF-карт. Есть LAN RJ45, HDMI, есть разъем для антенны и есть у нас аудио-видео выход для подключения к старым телевизорам. Спереди у нас есть 3 диода. Очень, знаете, такой классический дизайн этого самого Микула. Он толстый, он квадратный, но при этом он, знаете, такой имеет хорошие диффузоры охлаждения и имеет сертифицированный Android TV 10. В него встроен PVR, то есть вы можете записывать программы, которые идут по телевидению. И все это благодаря вот такому вот пульту. Пульт Bluetooth с обучаемыми кнопками. С голосом, с указателем мыши, правда без гироскопа, с цифровой панелью, с кнопкой включения телевидения и с кнопкой записи этого самого PVR с цветными кнопками, которые у нас отвечают, в принципе, в цифровом телевидении за правильные действия. Пульт вообще очень классный. Если я найду вот эти вот пульты отдельно, мы сейчас разбираемся с КМ2 пультом, то для Android TV платформы вообще идеальный пульт. Слушайте, давайте так, переходим на AliExpress. Микулка Т1 на Amlogic S905X4. Конфигурация одна. 2х16 с Mali G31 ускорителем, 4 ядра Cortex A55, с поддержкой Vivan, они все правильно написали здесь. Так, Android TV OS 10, High Performance, Dolby Audio, у него есть лицензия Dolby Audio, это важно. Стоит он недешево, скажу я вам, он стоит, давайте, базовая модель 84,89. Дело в том, что с пультами он стоит дороже, но я пульты эти не советую брать, потому что на сторонних пультах голос не работает, как и у всех на сертифицированном Android TV 10. Не знаю, что они там намудрили, но вот как-то есть. Ссылочка на проверенного продавца, где брали конкретно мы этот TV-бокс, лежит в описании под видео. Но, а в целом, есть, конечно же, недостатки. Я прям вот так вот, знаете, на эмоциях рассказал. Да, есть недостатки. Нет root прав, само собой, потому что сертифицирован Android TV 10. И нет автофреймрейта ни в каком виде. Его нет именно из-за DVB-T модуля, потому что, допустим, на Микулка M9, на Микулка M9, вернее, на Микулка M1, на Микулка KM6, на Микулка M6 Classic, на KD1 есть автофреймрейт. Да, он особенный, но он есть. Здесь его нет. Потому что считывать с эфирного телевидения, допустим, поток, не могут они правильно это реализовать. Я не говорю, что это невозможно. То, что это не может сделать видеостронг, это факт. И я не уверен, что здесь когда-нибудь появится, скажем так, автофреймрейт. Я считаю, что здесь необходимо ставить именно частоту вашей электророзетки, там, грубо говоря, либо у вас, как у вас вещает телевидение, 50 Гц или 60 Гц, соответственно, вашей электророзетки. В моем регионе 50 Гц, то есть я поставлю сюда 50 Гц, 4К 50 Гц и буду смотреть там в 4К. Правильно работающий HDR у нас нормально, он воспроизводит интерфейс в SDR, здесь нет никакого постоянно работающего HDR, и есть, как я уже говорил, лицензии Dolby, и DTS тоже у нас работает даже в стоковом плеере. Поэтому у нас с этим всем проблем нет. Мы играли любой контент, мы играли торренты перематывали. Игровая производительность у нас какая-то есть, но этот TV-бокс не для игры. Вообще, абсолютно. То есть я считаю, что это операторская коробка. Я считаю, что это коробка для IPTV, это коробка для YouTube, потому что YouTube HDR здесь тоже отрабатывает. И самое главное, что здесь очень крутые модули Wi-Fi. Модуль Wi-Fi больше 300 мегабит лупит, а на выгрузку вообще больше 400. Даже в 2.4 он где-то 50-70 на загрузку и 50-70 на выгрузку. И расстроил, конечно же, вот этот вот LAN RJ45 на 100 мегабит. В остальном всем смотрим обзор, подписываемся на канал, нажимаем колокольчик, а в описании под видео есть еще ссылка на акцию, условия которой вы можете там посмотреть именно по этой ссылке. Там просто нужно быть подписчиком, и разыгрываем мы на текущий момент, на момент съемки, это Sony PlayStation 5, ну или что-то другое, посмотрите там в описании под видео. Все, ребят, переходим, смотрим, в распаковке не будет, потому что там распаковывать нечего, уже все и так показал, блок питания, приставка, пульт и кабель. Все, больше ничего нет, ну такая вот коробка. Ждем резюме, перешли. Значит так, включились, и сразу первым у нас бросается в глаза Live TV. То есть, ну как мы понимаем, здесь DVB-T2 и DVB-C модуль, и мы будем сейчас с вами пробовать это ТВ запустить. Ну, во-первых, интерфейс это обыкновенный Android TV интерфейс. У нас есть голосовой ассистент, давайте попробуем. Как меня зовут?
Сработал голос. Ну давай, вас зовут мой господин. Давайте изменить мое имя. Измени мое имя. Называй меня мой бог. Да, меня зовут мой бог. Мой. Да, измени. Хорошо, теперь я буду звать вас мой бог. Ну, короче, ребят, самый лучший фильм. Слушайте, ну, голос работает. Пульт очень приятный. Очень-очень приятный. Да, разрешить выполнять поиск по всем приложениям. Давайте еще раз. Самый лучший фильм. И на ощупь приятный, и ищет хорошо. То есть, ну, нормально. При этом ищет во всех абсолютно приложениях. Отлично. Хорошо, выходим. С голосом в порядке. Давайте сразу Live TV пробуем. Во-первых, оно может запускаться либо с иконки. Ой, источник каналов. Оно что, не настроенное Live TV? Куда я полез? Не-не-не, его надо для начала настроить. Во-первых, запускаться оно может с иконки. Во-вторых, на пульте есть у нас кнопка TV. Нажимаем кнопку TV. Ага, вот видите, не настроенный Digital TV. Давайте пробуем Digital TV, нажимаем, DVB-T и T2 нажимаем и Search Mode, авто, и посмотрим на автосерче, что он у нас найдет. У нас подключена самая простая антенна, самая обыкновенная, и будем смотреть, что из этого получится. Странно, не нашло ни одного канала. Хорошо, попробуем в настроечках, возможно там необходимо чего-то сделать. Угу. LCN on, давайте попробуем, я не знаю, здесь никаких других настроек нет. Да, действительно никаких нет. Как его тогда искать? Возможно, нужна активная антенна, поэтому мы сейчас попробуем, давайте еще раз автосерч попробуем. Поэтому мы сейчас попробуем подключить к ней еще дополнительно питание. Вот тоже интересно посмотреть, что из этого получится. Пускай еще раз поищет. Интересно, у меня на эту антенну все телевизоры, и, кстати, микуловские и другие приставки, они тоже ловили на это дело DVB-T2. Первый раз такой, вот у меня были Mikul M8S Plus всех версий, и там у меня проблем с этим не было. Почему-то здесь у меня не ловит. Интересно. О, все, есть. LCN отключили. Это внешнее питание. Нашел каналы. По крайней мере, 8 штук нашел. Тут еще с настроечками надо аккуратно выбрать сам по себе регион и еще и поиграться с различными вариантами. О, 16 каналов появилось. Нажимаем. Так. Вот теперь мы можем с вами выйти в главное меню и уже запуститься через Watch Live Show. Live TV, нажмите выбрать окно меню телевизора. Мы еще можем с вами записывать записи и расписание. То есть у нас здесь должна быть кнопка записи где-то. А где кнопка записи? Знаете, что здесь есть? Курсор мыши. Давно не видел на Bluetooth пультах такого дела. Так, настройки телевизионного режима, настроить список, источники каналов, родительский контроль, отправить отзывы, больше ничего нет по настройкам. Так, да, запись есть на красную кнопку, если нажимаем на красную кнопку, есть запись. Давайте, 3 часа. Вот он пошел записывать, только куда он записывает? Во внутреннюю память? Памяти внутренней маловато. Ну такое, сейчас посмотрим. Остановить запись. Есть ПВР, ну норм в принципе. Давайте поклацаем каналы. Нормально, работают. Только с нумерацией очень плохо. 803 с 800 пошли. Но смотреть Т2 на приставке, это, конечно, мовитон или мувитон, как его там называют. Фигня. Не нравится мне смотреть Т2 из-за его качества. Ладно, поехали по системочке пройдемся. Система-то у нас еще и с Chromecast. Пробуем трансляцию Chromecast, благо мой смартфон поддерживает именно Chromecast, KT1 найден. Слушайте, а вообще без проблем, мгновенное соединение, да, Chromecast работает, пожалуйста. Задержки, как и у любого Chromecast, есть, но это все работает. Это работает официально, без каких-либо костылей. Отключились. С аккаунтами действительно проблем нет. Настройки устройства. Об устройстве. Ну, это Микулка Т1. Если нажмем обновить, стандартная микуловская обновлялка. Да, это их вопрос. Теперь Android 10. Звук. По звукам. Здесь заявлена лицензия Dolby. Обязательно сейчас проверим. Хранилище. Что у нас есть в хранилище? Память устройства 16. Больше ничего тут нет. В дополнительных настройках у нас управление экраном. Кстати, экран здесь не в HDR, постоянно это важно, потому что последние Mikul коробки все шли изначально в HDR. Здесь у нас есть поддержка от 480p до 4К, 2К, 60 Гц, есть 24 Гц.
Есть поддержка 25 Гц, это именно для эфирного телевидения. Есть у профиля управления цветностью. Есть у нас ротация экрана. HDMI цик, который на включение и выключение работает просто отлично. И тот же самый аудио output. Мы здесь, вот видите, можем выбрать Line, либо RF. И плюс есть Power Key Definition. Вы можете выбрать, куда отправлять приставку. Либо сон, либо выключать, либо рестартовать. По настройкам все. AIDA 64 нам говорит о том, что это Video Strong. Производитель, кстати, в отличие от Mikulka M2, где написано, что это не Video Strong, а Skyward. Теперь 2 гигабайта оперативной памяти, 16 хранилища, есть Bluetooth версии 4+, центральный процессор iMlogic S905X4, 2 ГГц, 4 ядра, Cortex A55. За отображение отвечает Mali G31 ускоритель. Сеть у нас имеет хороший коннект, который мы проверим. И доступа к температуре, конечно же, нет, потому что это сертификация. В кодеках мы должны с вами проверить аппаратный AV1, раз уже это 905X4 процессор. Ну, вижу VP9 on 2, значит, здесь YouTube HDR и есть iMlogic AV1. Все, AV1 есть поддержка. Проверяем сторонний пульт на, хотя немножко непоследовательно, на голос. При подключении стороннего пульта у нас должен работать голос. Давайте пробуем. Он вообще раз, два, три, раз, два, три. Слушайте, а неужели работает? Давайте батарейки вытаскивать из оригинального пульта. Елочка, гори. Вы пробовали, кстати? Раз, два, три, елочка, гори. Как тебя зовут? Все, вроде бы отключили пульт. Давайте пробуем. Раз, два, три, раз, два, три. Нет, сторонние пульты на Микуле голосовые не работают. То есть сам пульт работает, а функция голоса не работает. Это важно знать. Так как это сертифицированный Android без доступа к температуре, ни о каком CPU throttling тесте мы не можем вести речь, потому что он будет не объективен. Чего не скажешь о спид-тесте. Слушайте, очень плохо у него работает пульт вместе с ним. Вот если Bluetooth подключен, блин, ужасно, слушайте. Одновременно с Bluetooth пультом аэромышь практически не работает на 2.4. Ну, сейчас отключим родной пульт. О, и мышь заработала. Или не заработала. Не-не-не, хреново работает. При этом батарейки нормальные. Ай-яй-яй, как же с этим быть? Ну нет, очень плохо. Что-то дает наводку на 2.4 диапазон, либо Bluetooth дубасит сильно. Ну, давайте пробовать его модуль Wi-Fi. Сейчас мы тестируем 5 ГГц. 300 мегабит, 320, 324, ни хрена себе. Скажу я вам, я отключаю этот пульт, потому что он практически не работает. 300, 410. А давайте вот с отключенным этим пультом попробуем на простой мышке. Давайте еще разочек. Для закрепления результатов, так сказать. Давай, пошел. 300, все то же самое, 320, ну, более чем на 400. Сейчас мы ставили Bluetooth пульт, просядет, не просядет при переподключении, не влияет. 328 на, опять на те же самые 400 практически, на 387, на 388. Пробуем 2,4 ГГц, 70 на загрузку, неплохо, неплохо, слушайте. Хотя потом провалился до 56. Вот не люблю я 2.4. Вот сильно плавает, много роутеров, перекрывают друг друга, перебивают. И 77 на выгрузку. Неплохо. Пробуем подключение по LAN RJ45. Обязательно. Я думаю, что здесь сотка. Сотка в таких боксах обычно другого не бывает. Поехали. Сотка. Стабильная сотка. 94 на 94. Ну, все отлично. Работаем дальше. Проверяем с вами возможность записи на внешний жесткий диск, потому что больная тема на Android 10. Я думаю, что здесь у нас такая же проблема и останется. Давайте пробуем скопировать. Окей. Давайте заменить. И у нас нет доступа к копированию на внешний жесткий диск через сторонние, скажем так, браузеры. Не браузеры, а эксплореры. И это возможно становится только через какой-то вот внутренний браузер, который Explorer, что ж я их так путаю. Но это настолько жутко неудобно, и у программ у сторонних все равно доступа нет к записи. То есть мы фактически берем Кинотренд. Не-не-не, стоп, нам не нужно его устанавливать. Берем Кинотренд, включаем режим копирования, отмечаем там, не, SmartTube Next, хорошо. Давайте выбираем вот этот вот режим, нажимаем Copy, идем на USB накопитель. Нажимаем «Вставить».
Все, вот оно вот здесь работает. То есть работает только в родном в родном файл-браузере. Ничего больше по-другому здесь не работает. По результатам игровой производительности он набрал максимальное количество баллов в Ice Storm Unlimited и в Ice Storm Extreme 6002 балла. Что, в принципе, я считаю, это недостаточно хорошо, потому что тот же самый Mikulka M2 на 905X2 процессоре набирал больше 6000 спокойно. Поэтому я думаю, что здесь все-таки оптимизация немножко хромает. Хотя это больше, чем в среднем процессоры 905X3 у сторонних производителей. Тесты далее начинаются у нас мультимедийные. И мы продолжаем именно с жесткого диска, потому что мы должны проверить, насколько с жесткого диска или с SSD в данном случае можем воспроизводить тяжелые торренты, вернее, закачанные на этот диск. Мы сейчас воспроизводим Gemini Man 70 гигабайт. HDR сработал идеально. При этом у нас на ресивере появился Dolby Digital звук. То есть у нас сейчас воспроизводится нормально видео в хорошем качестве, без каких-то проблем. Но при этом здесь нет автофреймрейта. Автофреймрейта здесь и не будет, а знаете из-за чего? Из-за модуля DVB-T. Здесь не будет реализован никогда автофреймрейт. Это я вам 100% даю гарантию. Я не видел ни одной приставки с такими модулями, которые могли бы хоть как-то работать с AFR, потому что там немножечко другой поток и немножко по-другому это все дело обрабатывается. И все это в конечном итоге ломается. Но я не говорю, что это нельзя сделать. Это тяжело сделать в плане программирования, в плане реализации аппаратной и программной в этом ТВ-боксе. А Mikul, к сожалению, этим заморачиваться не будет. Не та цена приставки. Слушайте, звуковые возможности. Пробуем Dolby Digital Plus. Мы будем пробовать в простой галерее, потому что у нас здесь есть лицензия. И Dolby Digital Plus у нас включился звук, поэтому Dolby Digital Plus есть. Dolby True HD у нас транскодируется в Dolby Digital Plus, даунсэмплится вообще-то, если быть точным. Да, Dolby Digital True HD в Dolby Digital в простой. DTS 5.1 ядро спокойненько, ну так, давайте, спокойненько работает, включился, все отлично. И DTS HD Hi-Res, давайте пробуем. Все так же у нас работает, как простой DTS. Ну, я, знаете, давно не запускал Медузы, прям захотелось 300 Mbps запустить Медузу через сток-плеер. 10 бит, 300 Mbps, то он любые файлы спокойно декодирует, спокойно тянет с SSD внешнего. Тут даже смысла нет ничего тестировать. При этом еще и правильный HDR отрабатывает. Правда, без автофреймрейта. Как-то тяжеловато. На этой приставке, знаете, что надо делать? В зависимости от того, какой у вас регион и частота в сети. То есть, ну, телевидение. Вы знаете вообще, что телевидение показывает по частоте, привязанной к частоте к частоте вашей электророзетки. То есть в Штатах у нас частота в розетке 60 Гц, и там телевидение показывает 60 Гц. У нас 50 Гц в розетке, и телевидение у нас показывает 50 Гц. Вот как-то так. Это чтобы вы понимали, что есть некоторая зависимость. Поэтому в зависимости от частоты вашей розетки ставите и смотрите Т2 с той частотой, которая вам необходима. Потому что Т2 поток отловить на автофреймрейт это просто еще тот прикол. То есть он должен быть фиксированный. Насчет того, что здесь есть Netflix, я вам скажу, что Netflix здесь как такового нет. Этот Netflix предустановлен почему-то в Smart TV Box, я не знаю, как они решились. Это не сертифицированный Netflix, который показывает просто Full HD, без 5.1 звука. Вот он запустился. Да, вы можете его смотреть, да, он работает, видите, HD показывает, да, он работает, да, отлично работает. Но здесь нет Full HD, здесь нет 4К и нет 5.1 звука. Скорее всего, он показывает более-менее нормально из-за того, что здесь просто-напросто есть сертификация L1, то есть у нас есть Widevine L1 от Google и ClearKey CDM. Хорошо, ладно. И слушайте, и Microsoft PlayReady DRM здесь есть. Давайте дальше. YouTube мы сейчас попробуем на нашем втором канале, где мы 4К геоплейсы, снимаем крутые 4К видео. Давайте пробуем. Вообще 4К я тестировал долго, потому что это моя больная тема. Мне было важно, как он обрабатывает HDR. Включается достаточно долго. И поднастроим сейчас 4К. У нас 4К стоит. И жучка включаем.
Ну и смотрите, 5000 фреймов, 0 дропа. Вы видите картинку, что здесь он сейчас играет VP9. Вообще VP9.2 спокойно обрабатывает HDR, YouTube без каких-либо замечаний. То есть с YouTube здесь вообще вопросов нет. А теперь мы должны с вами проверить, как декодирует AV1 кодек. Давайте пробуем. У меня тоже есть AV1, кстати, на моем канале мы уже в AV1 давно присутствуем. Вы видите, сейчас проигрывается наш обзор. Вот, смотрите. AV1 тоже в 4К, 0 дропов, поэтому аппаратная поддержка здесь AV1 есть, беспроблемная поддержка, хорошо, поехали дальше. Также у нас, я думаю, не будет вопросов и с IPTV телевидения. Проверять мы будем это все на 4К каналах IPTV, абсолютно без какого-то монтажа. Монтажник наш делает сейчас половину замыления, для того, чтобы вы видели, что 4К воспроизводится. И вот сейчас без монтажа я просто начинаю переключать каналы. Давайте, следующий канал мы включаем. Вот прокрутилось, это его вся была буферизация. То есть сетевые модули очень хорошие. Хорошо он обрабатывает 4К, хорошо он обрабатывает цвет. Не хватает автофреймрейта. Не хватает, но я так понимаю, что эту приставку позиционируют конкретно для стримингового телевидения, для диджитал телевидения. И слушайте, какой крутой пульт. Вот серьезно вам говорю, смотрите, как 4К каналы работают. Крутой пульт, он очень приятный. При этом у него еще программируются кнопки, я вам уже об этом говорил. Все, к черту IPTV, давайте проверять торренты онлайн. Стриминг работает, это работает, я не вижу проблем. Давайте торренты через TorServe. Сервер наш запущен, TorServe мы проверили. Поехали в Кинотренд. Слушайте, в Кинотренде мы сейчас поищем 4К фильмы, для того, чтобы понять, что он именно 4К пообрабатывает. Поехали. Качество. Выберем Ultra HD, Blu-ray диск, HDR. Ну, достаточно будет. Так, что у нас тут есть? Лига справедливости 8.1, торрент. Сейчас посмотрим. Посмотрим на размер. Давай. Много раздающих. Обычно в Кинотренде все раздающие. Это 32 гига. Смотри, как он быстро работает. Модули. При хорошем интернете это, конечно же, будет классно работать. Через Vimeo Media Player проиграем. То есть мы сможем с вами смотреть. Ну, да пошло, конечно. Пошло сразу. Я думаю, что мы даже должны здесь попробовать перемотку. Я очень люблю тестировать на перемотке куда-нибудь. Вот давайте подальше. Там на... Блин, подальше, чтобы буфера не было стартового, на 50 минут. Ждем. О, перемотала. Да ладно, слушайте. Вообще огонь. Перемотала, 32-гиговый торрент мотает. Давайте еще попробуем. Но я не думаю, второй раз перемотает. Ну, пробуем. Давайте, ждем. Перемотала. Огонь, слушайте, класс. Не, ребят, у меня вопросов нет по торрентам, по крайней мере по 32 гиговым. Давайте, может, найдем чего-то побольше. Так, Мавританец, душа, что-нибудь должно быть. Охотник на монстров, не думаю. Бэтмен, душа дракона. Как это вообще? Ультра HD Blu-ray диск Remux, нормальный. Большой, небольшой. Когда много, 30 гигов тоже. Ну, пробуем. Проиграть, не проиграть. Слушайте, игровую производительность надо еще попробовать. Поехали. Через тот же самый Vimeo. Ну, тот тоже воспроизводит. Еще и правильно все HDR обрабатывает. Пробуем перемотать сразу. Так, 19 минут. Включили. Перемотало. Да ладно, слушайте. Нормально. Торренты тягает 4К торренты в H265 кодеке. Беспроблемно. Давайте чего-то еще попробуем. А знаете, что еще хочу проиграть? Вот то, что мы записывали через PVR. Где оно его сохранило? PVR, я думаю, что здесь работает просто-напросто припаршиво. В том плане, что там нельзя задать, куда сохранять. Movies. Куда оно его сохранило в PVR? Подкасты, рингтоны, нотификации. Может, на USB накопитель сохранило? Так. Ага, Digital TV. Запись на внешний накопитель. Да ладно, слушайте. Он через приложение сделал запись на USB накопитель. Ну, отлично, слушайте, воспроизводит. Хорошо, это радует. Это просто радует. Я вот, знаете, 905X4, когда это реализовано хорошо, это реализовано хорошо. Да, есть недостатки, да, что-то вот, есть какие-то мелочи, но есть и большие плюсы. Или плюсы. Давайте попробуем, как у нас работает наш любимый. Ну, включен у нас геймпад? Включен. Асфальт 8. О, геймпад работает. Так.
Вообще, при его заявленной производительности через 3D Mark 6000 в экстриме и в Unlimited бесконечно, скажем так, максимально, то здесь не должно было быть сюрпризов, да их и нет. Спокойно асфальт 8 отрабатывает. Почему я всегда тестирую 8 асфальт? Он для проца, для ТВ-бокса тяжелее, чем 9 асфальт. Он нагружает и видео, и проц. Поэтому обычно вот самый большой нагрев происходит именно в танках и в асфальте 8. Мне некоторые там, вот танки, зачем ты там раньше там обозревал танки, не обозревал, а тестировал на танках. И почему именно старая игра асфальт 8? Да потому что они дают самый большой нагрев. И если они не тротлят, то поверьте, те игры, которые есть в маркете для этих самых ТВ-боксов, они пойдут тоже абсолютно спокойно. Пробовать GeForce Now на этом я не буду. Этот ТВ-бокс позиционируется не как игровой, он позиционируется конкретно как ТВ-бокс для цифрового телевидения и для воспроизведения контента. Я не думаю, что стоит вообще заморачиваться насчет игровой производительности этих устройств. Слишком мало памяти, во-первых, 2.16, во-вторых, ну действительно, не для того его сделали. Да он и не горячий, он теплый. Вот я сейчас его пробую, он абсолютно теплый. Ребята, готов проходить, резюмировать. Уж очень удачно получилось. На самом удачное сочетание таких характеристик с какими-то мелкими недостатками. Выводы. Мы действительно рекомендуем этот ТВ-бокс. Хорошая новинка, хороший ТВ-бокс. Нет автофреймрейта, но телевизор с уплавнялкой все исправит. Вот серьезно вам говорю, телевизоры с уплавнялкой все исправят. Потому что в 2020-2021 года телевизоры практически не поддерживают нормально 24 Гц. И все решается только уплавнялкой. Все, ребят. ТВ-бокс неплох, я вам серьезно говорю. Какие мелкие проблемы могут вылезти, покажет время. Поэтому, подписавшись на канал, вы об этом всем узнаете. Либо перейдя в описании под видео в группу Микулы, посмотреть, какие проблемы есть. КМ6, КД1, КТ1, если они там появятся. Ну а если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Бабл и КТ1 от Микул на канале Технозон. Пока.